Ждем Peoria Charter. Там машина брата. Спасибо ему большое, что он подвез меня. И буквально через несколько минут, через 10 минут, мы отправимся в Чикаго, в O'Hara Terminal No. 2. Вышли из Peoria Charter и направляемся внутрь терминал 2, потому что я не хочу быть на пол, хотя нет, там что-то люди. Выйду здесь. Короче, дело в том, что Peoria Charter, вот эти автобусы, они останавливаются только на терминале номер 2. У меня самолет из терминала номер 3 вылетает Frontier Airlines. И поэтому сейчас потопаю туда и подожду, потому что у меня... Ой, рано приехал. Мне еще 4 часа здесь торчать. Так что изучу полностью аэропорт и встречусь с Рубином, и потом уже сядем на самолет и... Привет, Калифорния. Добрый вечер. Сейчас на часах. Сколько? 4:25, и через 2 часа вылетает самолет в Лос-Анджелес. Поэтому я просто тут хожу везде. Вот внизу. Это? Фу. Пипец, короче. Из минус 16 пролечу, будет там плюс 18, но это днем. Плюс это 12 будет, но это вообще нормально. Поэтому, блин, надо что-то сделать с вещами моими, потому что у меня много вещей, ну, потому что тут как бы холодно. И мне нужно еще, чтобы мой рюкзак засчитали как personal item. То есть, чтобы он был габаритами такой, если больше, то мне придется платить там $70 за него. Я такой, нет, спасибочки. Потому что я рассчитывал билет, чтобы так получилось, чтобы дешевле, чем то, что у меня было раньше. Потому что до этого я планировал уехать в Калифорнию автобусами, то есть на Грейхаунде там $189 в одну сторону в Лос-Анджелес, затем возвращаться $115 назад в этот, в Шампейн. Так плюс мне пришлось в одну сторону 2 дня ехать, поэтому отец Рубина мне купил, короче, билет за $166 туда и обратно. И это вообще просто офигенно. Поэтому я сейчас просто хожу-брожу, пытаюсь быть 2 часа, просто изучаю аэропорт. Кстати, странно, что моего самолета нет на табло, но на таком я увидел, поэтому все нормально. У меня как бы все отлично. Сижу пока жду, пока остывает кофе. И пока расскажу тогда, что мы будем делать потом. Получается, сейчас мы встретимся с Рубином. Он сказал, что приехал к аэропорту и будет рядом с гейтом где-то минут через 40. Но к тому времени тоже где-то подъеду. Вот, мы садимся на самолет, затем летим в Лос-Анджелес. И там нас встречают родители Рубина, где мы вместе с Райаном, который пригонит машину. Эти 2 калифорнийца, мои друга, Райан и Рубин. Вот. Мы, короче, спим у него дома, и на следующее утро мы отправляемся в наш маленький роуд-трип в Сан-Франциско. Я так и знал, что горячее. Сейчас я поел в вот этом вот ресторанчике, Бюро-Шидори, как-то назывался. Нормальненько так, просто маффин перекусил, кофеек до сих пор пью. Колотый Рубин. Короче, потом тогда расскажу, что будет, а пока с ним поговорим. Приключения начались еще до нашего вылета в Калифорнию. Я сразу буквально через 10 минут после того, как закончил предыдущую отрывок часть видео, буквально написал Рубину, он мне написал, потому что он здесь, вот, и мы, короче, встретились, поели, тоже спасибо ему и его тетушке, которая
мне приготовила еды, чтобы бедный русский человек не умер. И это помогло. Вот. И оказалось, что он где-то потерял свой ID. И мы сейчас где-то полчаса бегали, его искали, но, увы, не нашли. И это как бы такая проблема, потому что как бы он может ее заменить. О, он звонит. Наверное, я уже нашел, потому что перестал звонить. Но мы не сможем как бы ехать по хайвею без него. Но придется нелегально. Или просто Райан будет весь путь вести. Так что... Сейчас 8:25, и нас наконец-то посадили на самолет. После где-то... Сколько? На 2 часа нас задержали, мы с Рубином 2 часа стояли там в очереди. Это просто было... Черт, забыл, что есть кнопка паузы, поэтому нажал на выключить видео. Просто стюардесса сказала, что типа, да, может быть. А что может быть, я сейчас расскажу. Просто Рубин взял место 39А, а у меня 38Б. Как мы бы сидели так, как бы рядом, но так я сижу на 29Б, а он на 10 мест позади. И когда мы проходили, вот она мне сказала, типа, вы на 29Б, ура, поздравляю, вы быстрее с самолета выбежите. Я такой, Блезик, а можно на... Окей, наконец-то меня пересадили, так вот. И просто я тогда спрашиваю, Блез, можно сесть рядом с Рубином, потому что как бы мы типа вместе хотим сидеть. Она такая, ну давай я спрошу. Я такой, класс, спасибо. Ну вот я, короче, сидел там на своем месте, справа у меня красивые тяночки подошли, сзади у меня красивая тяночка села. Я такой же думаю, ну, неплохое место. И тут она такая говорит, все, можешь пересаживаться. Такой, yes, буду с Рубином сидеть. Ну и все, короче, меня пересадили точно на Малендер. Окей, засниму часть выдутся в толчке, чтобы не мешать там людям, которые спят. Короче, сейчас где-то час 30 минут летим. Я просыпаюсь, что-то, ну так, да, потому что сиденье укачивается, сидушки не гнутся, потому что из металла, хотя я пытался, но поэтому так, покорежило. И смотрю налево, ну, смотрю там, что за окном, самолет начинает немного трясти из-за турбулентности. И Рубин такой просыпается, хватается за сидушку, такой смотрит на меня. И такой... Потому что мы падали. Блин, мы так ржали потом. Привет, Лос-Анджелес. Yeah. Все, короче, буквально через пару минут мы приземлимся, и просто 6 лет меня было в Лос-Анджелесе. Мы сейчас идем на выход, короче, и там нас встретит отец Рубина, и он нас подберет и отвезет к нему домой. Райан, по-моему, уже легся спать, или где-то что он делает вообще ночью, потому что мы завтра машину везти. Вот. Поэтому осталось только выйти в Калифорнию, и все, просто, блин, 6 лет не был, 6 лет не был.